А перед началом этого ролика хочу посоветовать вам увлекательный канал Владирон, где вы найдете просто уйму реакций на всяческие интересные тайтлы, от Наруто и One Piece и до всевозможных аниме-тайтлов, которых здесь ну прям приличное количество. Есть даже видосы по мультам и сериалам, таких как Gravity Falls, Пацаны, Аркейн и Игры в кальмара. Из новинок планируются ролики по Клинку, Адскому раю и Доктору Стоуну. Но что меня здесь огорчает, так это то, что он все еще не подсел на Черный Клевер. Да, были опенинги, но вот реакции на серии ЧК я не заметил. Поэтому давайте перейдем к нему на канал и наспамим ему комментариев, где Черный Клевер. Тем более, что вот уже этим летом выйдет шикарный полнометражный фильм, который обещает нам топовую графику. Так что давайте затянем и его в нашу секту. Знаю, вы, наверное, охренели от названия и превью ролика, но я сам в шоке. А самое главное, что информация то 100% подтвержденная. И самое смешное в этом то, что Аста, соперник принца королевства Пик, еще не получил свой второй гримуар, как это соразмерно происходит между апами этих двух главных героев. А Юна вот уже может получить третий. Я прям не могу, насколько это же крутой имбалансный персонаж. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Дело было так. Листаю я, значит, ленту Reddit, посвященному Черному Клеверу, смотрю артики, некоторые из них даже нигде не используешь, так как они 18+, чекаю фанатские обсуждения и даже умиляюсь, поскольку есть темы, которые уж слишком далеко зашли от реальности манги. И тут натыкаюсь на обсуждение, посвященное Чарми Паппетсон, где фанаты говорили о ее принадлежности к двум расам, но тогда я не сильно проникся данной темой. Reddit я благополучно закрыл, пошел делать свои очень важные дела, и тут такой: стоп. А это идея. Не с Чарми, конечно, а с Юна. Он ведь у нас совсем непростой парень и таит в себе еще множество секретов, которые приведут его к новым пауэр-апам. Это и его кулон, который нужен был для соединения с преисподней, и собственно сам третий гримуар, о котором естественно и будет идти сегодня речь. Однако перед началом разбора нового гримуара Юна следует все-таки поговорить немного о Чарми, чтобы далее мы смогли понять тему этого видео. Чарми Паппетсон — это, наверное, один из самых добрых персонажей отряда Черных Быков, который хочет, чтобы все его друзья и не только были сыты. В одном из сражений в арке эльфов нам была раскрыта темная сторона этого персонажа, а именно то, что она не человек, а полукровка, имея в своей крови смесь расы дварфов и человека. До этого времени она постоянно использовала магию хлопка, то, что ей досталось от родителя человека, а ее новая пробудившаяся магия еды — это именно принадлежность к расе дварфов, которые являются в Черном Клевере ответвлением эльфийской расы. И вот в этом, собственно, и заключается загвоздка. По словам эльфов Телерила, в мире раньше встречались полукровки, использующие два разных типа магии, а значит Чарми — это не единственный случай. Но у вас может возникнуть резонный вопрос: а как ты это соединишь с Юна? У него ведь родители были людьми. И тут вы правы, принц королевства Пик действительно на 100% человек, но в ту же очередь не стоит забывать о душе сына Лихта, которая тесно связана с самим Юна. А если вспомнить прошлые главы эльфийской арки, вы сможете увидеть, что дети главаря эльфов полукровки. Их мать Тети — это человек с магией ветра, причем с королевской родословной, а отец эльф Лихт, еще и сильнейший из них. Гримуары, в свою очередь, эта штука непростая, они очень сильно связаны с душой, и у одной души не может быть два гримуара. Но если это порождение было создано путем совокупления двух представителей совершенно разных рас, тогда это создание имеет шанс получить второй гримуар. Но так как я уже говорил, что одной душе полагается один гримуар, тут все сводится к тому самому случаю с Чарми. Ее гримуар эволюционировал совершенно в другом ключе, нежели гримуары Асты, Мимозы и Патри. Тут апгрейдился сам Клевер, когда персонаж испытывал сильный эмоциональный стресс, и сила владельца значительно превосходила имеющийся объем. Если проще, то представьте себе чашу, наполненной некой субстанцией, назовем ее маной.
маной. Когда источник маны под влиянием сильных эмоций начинает вырабатывать избыточное количество того самого вещества, появляется второй сосуд, значительно превосходящий изначальный объем. Да, как вы уже поняли, в клевере все завязано на эмоциях, но ведь и в реальном мире под воздействием сильных, повторюсь, эмоций и выработкой адреналина человек может вытворять просто безумные вещи. Но давайте вернемся к чарме. Ее эволюция гримуара, как вы уже поняли, в корне отличается от зарождения листов клевера. В этом случае два гримуара совместились в один единственный, продемонстрировав нам на деле некий симбиоз двух разных магий. Именно этого, скорее всего, и хотел добиться Морис, проводя свои жестокие эксперименты в королевстве Алмаза. Такой же симбиоз магии двух разных рас, скорее всего, ждет и эльфийскую душу в теле Юна. Ведь мы знаем, как сильно этот персонаж притягивает к себе различные бафы. Да и предпосылок, чтобы это случилось, у нас достаточно. Ведь сейчас Гринбериал сражается с главным антагонистом манги, и кто как не он может поставить на нет все старания Юна. Мы уже неоднократно говорили, насколько сильно было важно для принца Пик стать сильнее, и если Люциус разобьет его труды в прах, это может привести к пробуждению эльфийской души в его теле, а это появление нового гримуара с принадлежностью к расе эльфов, который будет совмещен с гримуаром магии ветра. Ведь думаю, вы заметили, что даже после того, как Люциус увидел новое заклинание Юна, которое сводит на нет магию времени, антагонист в свою очередь не отчаялся, так как, видя будущее, он наверняка уже что-то придумал и припас какой-нибудь козырь в рукаве. А какой тип магии это будет, пока непонятно. Может, эльфийская душа унаследует магию своего отца, а может и другой тип магии с родословного древа Лихта. И я не знаю, как вам, но я в предвкушении, ибо я отдельно от Асты сильно восхищаюсь Юна, поскольку это просто лютый персонаж, который, как говорят большинство персонажей ЧК, избранный маной, и мне просто интересно увидеть его предел возможностей. А у него этот предел наверняка еще очень далеко. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. И если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.